Всем привет! Новый обзор Бигмаза, КамАЗа, БелАЗа. Это флюр. Потестим с подложкой и без подложки. Посмотрим, насколько хватает 400-ки. Где краски больше, в Артоне или в новой банке БелАЗа 400-ки. Попробуем сделать какой-нибудь цветной кусок. Какие-нибудь труапы в городе бросить. Потестим флюр, марбл, ультравайт и обычную краску. Короче, по полной потестим. А там смотрите уже на видос, делайте свои выводы по поводу краски. Погнали рисовать. Не купит, но зато забудет. Я куплю у тебя одну. Роза Фэт. Думаю, сильно можно не трясти. Банки будет фреш. Хотя шарик вот прилип. Не знаю, в Индонезии вообще рассчитывали, что их банками на морозе рисовать будут. О, а пишется прям хорошо. Ух ты. Посмотрим, хватит ли этой банки на букву. Я тут, конечно, девочка хорошая, полторашки не летал. Что, букву закрасил, еще краска осталась. Четверть. Флажок не пишет. Флажок новый пишет. Зеленый жидковат как будто. Флажка поэкономнее, чем сюда. Прям чувствую, букву залил, что краски еще много осталось. Вот целая банка с флажкой. Две буквы. Рука отмерзла. Вот розовый жутковатый, видно сразу. Плюс холодно, конечно. Эта стенка хорошая. Но видно, что такой. Хоть флажка и залита. Но жиденько. Астрофет.
Много зависит, конечно, от цвета. Это тот укроистый. Блин, она вообще хорошо хватило и софотапа. Похил я сейчас. И буку закрасить. Шарики еще сделал. Как будто даже осталось немного. Так, добить чисто. Надеюсь, не понадобится ничего потом этим цветом исправлять. Ну, я потратил раз, два, три, ну, можно сказать, 4 банки на заливку. Все. Все. Это тоже все. Желтенького добавим. Састрофута. Састрофута хорошо пишет. Но плавит. Ярко. Подмерз. Сильно. Хлопья большие прям. Белый с бананом. Теперь самое интересное, черненький. Попробую с лазера. Флюр. Штрафует нужен. Вернусь к тебе. Даже замерз, брызгает. Вообще красивый. Ну замерз тоже, брызгает сильно. Красота, бля. Ярко, молодежно. Только баллон без кэпа. Кэп, потому что на стекло вот не надо уже залезать здесь. Смотри, как этот. Заготовлена шуточка, да? Смотри, как на камере флюр видно. Заебись прям. Интересно. Ну, живой так не смотрится. Может, не так же сделать? Хочешь сделать? Только у меня желтого нет. Только, ну, только флюр остался.
Может какого-нибудь белого остатки взять, что-нибудь еще там. Циркумфлекс. Это Бимба? А у него номер 23? Да. У него какой номер 23? Знаю, Джордан 23. Я понял. А 23 там, наверное, 25. Готов? Простите, пацаны. Я что-то переборщил. Я решил. Правильно все. Общую. Доски побрить. Вот. Лёв, Пермь на связи. Костер шотный вообще. Его там лом считает. Не знаю, блин. Везде. Слушай, нормально пишет. По дому там есть такой холодпейнт, все рисуют. А, я помню, я там рисовал. Да? Когда напротив? Где он дом? Да. Вот. Ну, ты чё? Это, короче, все, делаю там, мои друзья еще все приехали, тачка стоит, музыку слушаем, с пистолета стреляем, вот, и бухаем. Ну, по-пермски чисто. Да, чисто вот такая. И на следующий день, через 2 мне звонят, короче, вот, Пескова, поступило заявление, что адрес, все, разрисовывал. Я такой, так, слушаю. У вас там собственности нет? Гаража собственности нет, вроде нет гаража. Собственности нет. Понятно. Ладно, если у вас появится какая-то информация по поводу розыска гаражей, сообщите, пожалуйста. Поэтому не понял, что за хлеб какой-то. Начал номер пробивать. Напилю участковый. И потом вспоминаю, блядь, как мы могли раскучить. Там, короче, живет... Тачка стояла. Да, тачка стояла, и на втором этаже живет, короче, чел молодой, ну, нашего возраста, моего. Ага. И когда я заходил по сайту, вот, он вот так вот на меня вот так смотрел, с балкона, блядь. А, Так, сука, прикинь, просто заложил, блядь. что тебе долго еще, Кирилл? Долго еще? Ну, минут 15-20. Здорово, здорово. Ты уже разметиться даже успел. Ну, Сколько это? Год не видел. да. Ну, здорово. Ой, я. Да, блядь, не одевается. Видишь, ты со мной год не рисовал, разучился ЖК поодевать. Ну. Где-то Блэк не нужен тебе, купи что-нибудь нормальное, наше. Да он, видишь, старый, блядь. Может пробить его просто? Мне тут заливать надо. О! Блэк автоматический. Заливает сам, смотри.
Владимирович. Что ты концептуальным художником стал? Что это за психи? Что это такое? У тебя в туалете стенки такие же? Я художник, я так не вижу. Коричневые только. Темно пиздец, да. Наверное, будет видно только когда поезда проезжают. Тут вроде все. Осталось только сверху полоску провести. О, хорошо. Не, ну черный, конечно, поярче будет. Это хромец Белазовский. Хром. Да. Ты долго? Тебе много? Он развернулся. К нам едет. Дайте цветочек нарисовать. Держи. Да. Музыкальное сопровождение. Люкс. Главное, чтобы охранник не проснулся от этого люкса.
Белаза. Когда тачка поворачивала, было... Просто приехал с пачками денег на съемную хату. Завтра я съеду в отель, там будет номер с верандой. Единичка и карты, это лежало в Баленсиаго. Чисто обзоры. Там какие-то люди с собакой идут, будем пропускать или нет? Все, рисуем. Это, конечно, не очень жирно. Доп идет, по-моему. Доп идет, по-моему. Бро! Чё? Ну да, конечно, Саспресс это тоже не фонтан. Может, именно этот цвет. Что происходит? Все. Перестала работать. Доп идет. Команда такая, граффити тоже и рэп, движуха.
Ну ладно уже, чё? Так, просто приличие, чтобы они... Я пристегнут. Короче, вот эта кнопка, она типа, блин, очень хватает на вот... Да, это карту. И она стоит 500 рублей. Да, это хорошо, это хорошо, хорошее. А ты где будешь делать? А прям здесь сейчас. А, да? Ну раз заговорили про нее, то надо потратить. Не, Хаспин по Артон говорил. Не, Артонка 750 вообще крутая. Да, да, вот мы брали вообще тему. Тут будешь или где-то в другом месте? А у меня еще одна есть из другого места. Давай здесь сделаем. Не, давай только нигде слопышал так. А я поверх думал. Не, да это фотка. А, из фута. Да, вообще хуево пишет. А, особенно видно. И потом он просто в моменте просто перестал писать и все. Там снимает, посмотри. Сейчас, да, идет. Ну все, поехали, а что? Разрекламировали, бля. Тихий океан видел? Я потушил. Уморил, да? Нормально. Фонарем прям кайфово. Замерзла. Только в теплую погоду. Это марбл. Он мерзнет на морозе. Пишет только в плюсовую погоду. Так-то он неплохой. Дома на холстах я пробовал, пока банка не замерзла. Ну, когда подмерзнет, конечно, уже вот так.
Или трактор, бля. Качаешься? Качаешься? Здорово. Вот этого чела вчера встретил. Когда ходил смотреть. А. Вот если банки не трясти, происходит вот такое. Чё? Чё он? Да думает рисовать, нет, типа увезут, не увезут. Блять. Этот чел сказал, не увезут. Блять, Белаз засралась опять. Слушай, у тебя белый есть? Немного. А у Кирюхи? Не знаю, я же не Кирюха. У меня минус одна банка вот такого цвета. У меня это уже минус 40. Не пишет тоже? Да. Light Violet? Я потому что, короче, надо было сразу трясти хорошо. Покажи. Да, да. А, такая. Слушай, может быть партия такая? Может, блядь, а у меня расчет на третий цвет теперь здесь. Круто, конечно, но... Блядь. Ну вот. Баночка не пишет. У спазма то же самое. Короче, если банки нормально сразу не трясти, то ломается. Либо это реально партия. Вот я рассчитывал на третий цвет здесь.
хочется делать вот такую заливку. А вот этот цвет у меня был на другой кусок рассчитан. Черный, кстати, сжирается, когда не высох цветами, цвет на цвет. Тоже надо учитывать. Че ты не рисуешь? Ну, смотри сам. Цвет не записал один. Цвет просто не записал один верхний. Так бы были все фиолетовые. Да. Да. Это, конечно, не Montana Black, не Flame и не какая-то подобная краска. Есть косяки в виде забивающихся банок и так далее. Састер фута пишет не очень. Самая экономная, как я понял, с флажка. Но
Один главный и несомненный плюс этой краски — это цена. Стоит дешевле, чем Изи. Поэтому на цветные куски летом точно брать можно. Вот так вот Флюр пишет с подложкой. Это Флюр без подложки. Когда ночью рисовал, казалось, как будто растворителем каким-то полупрозрачным закрашиваешь. Но когда высохло и днем, конечно, видно, что уже розовый. Немножко подоблез, погода была холодная. Даже не немножко, а сильно подоблез металла. Но, наверное, был мокрый. В целом неплохо смотрится. Но с подложкой, конечно, лучше. Теперь погнали, сделаем тест на расход. Чего больше хватит, банки или банки Белаза? Через 700 метров круговое движение, первый съезд. Ну что, самое интересное сравнение. Я наметил два примерно одинаковых турапа. Один залью с КамАЗа Белаза, используя флажок. Второй залью с Артона черного, тоже используя флажок. Условия равные. Посмотрим, какой краски насколько хватает. Заливать буду нормально. Наметил специально другой банкой. Флажок перевернул вертикально.
Почему начал вертикально заливать, не знаю. Флажок вообще для тега был так повернут. Но уже раз начал, так и продолжим. Половину залил. Заметил, что у БелАЗа есть такая фишка, что когда краска вроде кончилась в банке, и она уже пустая, то со скинника, если трясти банку, то еще можно выжимать чуть ли не кусок. Начинает уже немножко. Видно, что краски осталось поменьше. Походу не хватит. Банки БелАЗа хватило на 5 букв. Пробуем Артон. Сегодня, конечно, холодно. Тоже влияет. Но, в принципе, и та, и другая краска в одинаковых условиях. Марвел вообще не пишет на народе. Тоже так же буду заливать специально, все в одинаковых условиях. Единственное, что в этом тесте интересно было бы посмотреть, как долго краска держится. Я спросил, просто нашел пацанов с Индонезии, графитчиков. Спросил у них мнение про БелАЗа. Должны вот на днях ответить. Тоже скажу, что сказали. Мы, к сожалению, протестировать, как долго краска держится, не можем. Но я надеюсь, так как она сделана в солнечной стране, то они позаботились о том, чтобы она не быстро выгорала от солнца. Иначе, мне кажется, в Индонезии никто бы ее не покупал. Там-то сыт жарой, с постоянным солнцем. Не имело бы это смысла.
разницы особо не чувствую. Три буквы. Возможно, в других погодных условиях результат бы был разный. Например, если бы было бы тепло. Антону видно, что плохо уже. Он подзамерз. А он уже как будто кончается. Хотя я залил только 3 буквы еще. Ну ничего, моя рука тоже замерзла, но работает. С учетом цены Артона он тоже должен работать. Но похоже, что он проигрывает Белаза. Хотя стоит дороже. Походу все. Все. Слева Белаза, справа Артон. Дустыч, вот смотри. Слева я закрашивал с Белаза, справа с Артона. С одинакового кэпа. Расхваток? Да. Это дешевле стоит, да? Это... Вперед. Это, смотри, буква золотая. А то. А то. И вон она едет. Прикольно. На улице 0.
Ну, так вот, смотрите. Слева КамАЗа, БелАЗа. Справа Артон. Нет, это Артон, а вот это Артон. Короче, КамАЗа оказалось хватило побольше. Мне кажется, надо делать Д и черепок. Мне кажется, надо фоткать куски и... И валить отсюда. Вот так вот делаю всегда. Не, ну Дэшку можно менять на ту версию, типа, которая, знаешь, такая. Ну вот это точно не Д у тебя. Это маленькая Д, как Она нечитаемая просто. Она нечитаемая, тебе надо вот эту палку как минимум, типа, ну выше сделать хотя бы. Мерзнем зимой. Я пришел фоткать кусок. Пришел фоткать свой кусок. А тут его как будто с двух ног вынесли. Может, надо ходить оглядываться по району. Хейтеры влетают с двух ног в куски. Интересно. Ладно. Потестил БелАЗа, КамАЗа, БелАЗа, Викмаза. Свое мнение в видосе уже понемногу высказывал. Из минусов плюсов в конце пройдемся. Краска жидкая, но рисовать можно. Мерзнет, холод плохо держит, газ, наверное, дешевый. С астрофота, с фото на какое-то быстрое рисование. Ну, наверное, много от цвета зависит. Но труа под красным, что кирпичным рисовал. Ну, как-то в банка такси писала, давление ушло. Поговорил с индонезийскими парнями, с индонезийцами. Сказали, краска нормальная, солнце держит, не выгорает на солнце. Но вот что пару парней спрашивал, ни тот, ни другой сказали, особо не юзают, потому что давление не нравится. И есть банки подешевле у них. У нас нету. Короче, какие-то куски не спеша цветные рисовать точно можно. По мне так неплохо рисуют. Все минусы нивелируются сразу ценой, потому что дешевле ничего нет, банки дешевле изика, и как будто это прикольно. Так что я думаю, если цена сохранится и маркет к лету цены не поднимет на эти банки, то это, наверное, будет хит сезона точно. Насчет марбла, паутинки. В домашних условиях пишет хорошо. Меня сразу предупредили в гейме, что холод не держит марбл, эффекта не дает на морозе. Пробовал в +1, в +2. Марбл на улице не работает совсем. Просто поливает какой-то струей воды и все. Дома на холстах пишет хорошо. У меня на стримах, я думаю, многие видели, холст на заднем плане стоял, на заднем фоне. Там был тажок с черного марбла и тажок с белого марбла. Это был как раз таки БелАЗа. По поводу
чего больше хватает. Я вообще угорел, что банки БелАЗа хватило больше, чем банки Артона, хотя Артон дороже на процентов 30. Это уже смешно. Артону пора точно цену свою снижать. Никуда не годится цена такая. Еще из минусов. Банку нужно хорошо трясти перед тем, как использовать. Если не потрясти, может забиться легко и больше писать не будет. Вот так вот что. В принципе, мне понравилось. Многие что-то там начали, кто брал там из знакомых, говорить, блин, ну жидковатая, ну блин, ну там мерзнет. Ну, конечно, пацаны, она стоит дешевле, чем Изик. Если со скидкой еще гэмовской, там, ну, карточка у кого есть, там, кто замутить ее может себе, у кого-то там пострельнуть, попросить. Там с тренажкой она выходит, там банка 350 рублей. Ну, что тут можно говорить? Давно таких банок не было, чтобы цветные куски можно было лупить по дешевке. Думаю, как тепло будет, вообще хорошо. Ультравайд тоже сделаю отдельный обзор, тоже, я думаю, весной. Ну, это дорого, сами понимаете, с ультравайда нормальный видос собрать. Ташков надо много. В целом, с ультравайда тегать мне понравилось. И из минусов синий забился. Я был удивлен, что ультравайд вообще может забиться. Короче, забился синий ультравайд. Я поехал в ГМ, поменял его на новый. И новый тоже забился синий. Возможно, это из-за цвета. Но это потещу потом, если еще расскажу. То, что жидкое, конечно, плохо будет для тех, кто рисует в формухе, либо какие-то там долгие сложные куски для райтеров. Но мы рассматривали просто как для уличного граффити. Я сделал с этой краски за прошлую неделю 6 цветных кусков, 1 хром. Потратил 10 ультравайдов. Потегал что-то там ватербейсом на холсте. Марбл попробовал на улице и дома. Ну, не скажу, что плохо. Меня, короче, все устроило. Так что, ну, с учетом нынешних реалий и нынешних цен в граффити-шопах. Граффитчики обычно пацаны не богатые, так что наш выход КамАЗа БелАЗа. Энди, он стоит куском своим, любуется. Энди! Видите, обернулся. Спалил его. А что, починить нельзя? Ой, тяжело. Это холст. Может, кто-нибудь домой себе забрать. Часть куска. А так смотрите на кадры в видосе. Делайте свои выводы по поводу КамАЗа БелАЗа. Скример. Все. Всем йоу, до новых обзоров.